Ремонт электрической плитки. Интересно, что с ней могло случиться, что даже ручки отвалились? Кстати, ручки сделаны из материала, который не плавится, а сами пистоны из обычной пластмассы, вот она расплавилась и ручки выпали. Дождь идет. Кстати, видно, как ножки расплавились. Та уменьшилась, а это вообще отвалилось. Да, здесь следы какого-то процесса. Термостаты работают. Проверить нужно сопротивление спирали. Похоже, провод не просто перегорел, а он даже исчез куда-то. Сопротивление нормальное. Теперь проверю термостат. Работают. То, что так они щелкают, это одно. Может контакт залипнуть и не разъединяться. Вот я прибором и проверил. И теперь наглядно. Корпус для лампы от нагрева расплавился, и лампа плохо держится. А здесь вообще выпало. И поэтому, когда она включается, ее не видно. Хороший клеммник. Провод сгорел, а он остался целый. Здесь я завяжу узел, чтобы провод нельзя было вытащить наружу. Такой ограничитель получился. Я не смог выкрутить один винтик, поэтому придется откусить. Он там приварился.
Держится хорошо. Теперь провод заземления нужно подключить к корпусу. Клемничек я тоже подобрал такой, который плохо плавится. Вот здесь я увеличил отверстие вот таким сверлом. Чтобы поставить индикаторы в корпусах, которые не плавятся. Со второй все то же самое. Вместо пистонов, которые были в ручках,
Я буду использовать вот такие вот винтики, которые отлично сюда подошли. Вместо ножек будут вот такие болты с удлиненной гайкой. И шайбочка с другой стороны, чтобы было покрепче. Греет. В индикаторе вместо неоновой лампочки установлен светодиод.